Сегодня у меня творожное печенье листья по моей идее. Для этого нам нужно 250 грамм творога, 2 яйца, 6 столовых ложек молока, 4 столовые ложки масла растительного, щепотку соли, 1 пакетик 7 грамм ванильный сахар. Все это нужно размешать. Все размешали до однородной массы. И вот только теперь добавляем 15 грамм разрыхлителя. Хорошо все перемешиваем. Теперь у нас начинает гаситься. И теперь мы быстро замешиваем тесто. Вот. Муку сразу всю не нужно добавлять. И теперь на столе вымешиваем тесто. У меня здесь ушло 700 грамм муки. Если у вас будет сильно много муки, то добавьте чуть-чуть молока. Муку смотрите по своему творогу. Если у вас творог более сухой такой, то муки меньше уйдет. Тесто полежало 15 минут. Теперь раскатываем его вот в такую колбаску 5-7 сантиметров в диаметре. И нарезаем где-то с палец шириной. Обваливаем в муке. Теперь мы раскатываем их в ширину и немножко по длине длиннее. Чтобы они были более-менее одинаковые, ровные, нужно вот так раскатать все. Вот я все раскатала, теперь нам нужно делать листочки. Берем, вот режем на полоски 1, 2, 3, почти до конца, 4, 5 и 7. Не обязательно, чтобы они совсем одинаковые были. Теперь берем вот эти два и вот так задней стороной, нижней стороной вот так сдавливаем. И вот сюда к середине придавливаем. Получается 2 лепестка. Снова берем и нижней стороной сдавливаем. И теперь кладем вот так лесенкой вот сюда. Следующие 2 нижней стороной сдавить и вот сюда придавить. И последнюю делаем просто такую петельку. Теперь палочкой прижмем вот сюда все вот эти. И теперь немножко вот тут сдавим, сделаем форму листика. И получается вот такой листик. Вот 27 листиков у меня получилось. Теперь я их ставлю в духовку на 180 градусов. Я ставлю всегда 2 листа. Один наверх, один на низ. Как только верхний лист подрумянится, я меняю их местами и снова до желаемого цвета. Вот они мягкие, хрустящие. Вот они в разломе. Еще горячие. И я сделала еще сироп. Рецепт сиропа я напишу под видео и дам ссылку. Я уже ставила этот сироп. Вот я его сделала. И я этим сиропом еще смажу их. Но это не обязательно, можно и так оставить. Если хотите, можете смазать сиропом.
Если вам понравилась моя идея, пеките на здоровье, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока!